Всем привет, с вами Светлана. Планируете свой отдых в Болгарии, ваш выбор пал на Варну, но прежде чем вы начнете собирать чемоданы, я хочу поделиться информацией, которая поможет вам сэкономить деньги и сбережет вас от главных ошибок. В этом видео вся правда о Варне. Мы посчитаем реальные цены на отдых. Я покажу вам честное состояние пляжей. Мы разберем все нюансы жилья, извесим все за и против. И вы узнаете, подходит ли Варна именно вам. Варна. Кратко о главном. География, факты и первый сюрприз. Итак, давайте начнем. Где же находится Варна? Варна – это крупнейший город на болгарском побережье Черного моря, третий по величине город в стране после столицы Софии и Пловдива. Она расположена в северо-восточной части Болгарии на берегу Варнинского залива, что делает ее одним из важнейших портов в регионе. Варна, в отличие от большинства других мест на побережье, это не курорт в чистом виде, который оживает только летом. Это полноценный круглогодичный город с населением более 350 тысяч человек со своими университетами, театрами, деловой и культурной жизнью, которая не останавливается никогда. И это ее главное отличие от большинства других курортных мест Болгарии. У Варны есть тайна, которая выводит ее далеко за рамки обычного города. Во время строительных работ в 1972 году здесь был случайно обнаружен древний некрополь, и находки из него перевернули мировые представления о древней истории. Здесь, в залах местного археологического музея, хранится самое старое обработанное золото в мире. Этим золотым сокровищем почти 7000 лет, а не старше египетских пирамид. Это доказывает, что задолго до известных нам великих империй здесь, на берегу Черного моря, существовала высокоразвитая цивилизация. Просто держите этот факт в голове, когда будете гулять по улицам Варны. Она придает городу совершенно иное измерение. Но давайте вернемся из глубин истории в сегодняшний день. Ведь главный вопрос – когда же лучше сюда ехать? Когда лучше ехать? Сезон, погода, температура воды и нюансы моря. Выбор правильного времени для поездки – это 50% успеха вашего отпуска. Давайте разберем каждый месяц в деталях, чтобы вы не ошиблись. Май. Для тех, кто не любит туристическую суету и ценит возможность насладиться городом и цветущей природой в спокойной обстановке. Воздух уже приятный – плюс 20-22 градуса. Море еще очень бодрящее – плюс 16-17 градусов. Купаться смогут только самые закаленные. Идеально для долгих прогулок, экскурсий без толп, фотосессий на пустынных пляжах и низких цен на жилье. Не подходит для полноценного пляжного отдыха. Это популярное место для фотосессий среди жителей и гостей города. Июнь. Золотая середина. Воздух прогревается до комфортных плюс 25-27 градусов, а море до плюс 21-22 градусов. Уже можно полноценно купаться. Идеально для тех, кто хочет совместить пляж и экскурсии, не любит дикую жару и толпы. Цены еще не достигли своего максимума. Июль и август. Пик сезона. Жарко, шумно, многолюдно. Средняя температура держится в комфортном диапазоне. Плюс 28-30 градусов. А в особо жаркие дни может подниматься выше 32 градусов. Вода в море в это время достигает своего максимума. Плюс 25-27 градусов. Идеально для тех, кто ищет максимум тусовки, кому нужна самая теплая вода. Не подходит для ищущих тишины и низких цен. Сентябрь. Бархатный сезон. Жара спадает до идеальных плюс 24-26 градусов. Море остывает медленно и почти весь месяц держится комфортный плюс 22, плюс 23 градуса. Идеально для ценителей спокойного отдыха, романтических поездок. Туристы разъезжаются, на пляжах становится свободно. Цены на жилье и услуги заметно падают. А теперь наш фирменный замер воды в море. Сегодня у нас разгар сезона. Так, сейчас мы с вами узнаем, какая температура воды в море в Варне. Так, надо где-то около 30 секунд, чтобы узнать, какая температура в море. Так, 26,9. 26,9 температура воды в Варне. Но температура – это еще не все. Давайте честно о нюансах моря в Варне. Во-первых, водоросли. Да, они бывают, особенно после штормов. Во-вторых, медузы. В основном появляются в августе. Подводный мир Варны. Есть ли жизнь под волнами? Многие спрашивают, есть ли что посмотреть под водой с маской. Сразу скажу, не стоит ждать здесь подводных пейзажей.
Вообще, Черное море бывает очень разным, но нужно понимать, что именно в Варне из-за большого порта и особенностей городского залива вода зачастую мутнее, чем на многих других, более открытых пляжах болгарского побережья. Это скорее медиативное развлечение, чем полноценный снорклинг. Ну что ж, с погодой, морем и древней историей разобрались. В следующей части мы переходим к самому главному – к деньгам и бытовым вопросам. Как сюда добраться, на чем передвигаться по городу, чтобы не разориться, и где искать жилье. Как добраться в Варну? Самолет, автобус, поезд, своя машина. Самый быстрый и популярный способ добраться в Варну – это, конечно, самолет. Аэропорт Варны в летний сезон превращается в настоящий международный хаб. Сюда летают как крупные европейские, так и регулярные авиалинии. Плюс огромное количество чартерных рейсов со всей Европы. Мой совет – чтобы поймать лучшие цены, бронируйте билеты за 2-3 месяца до поездки. Особенно если вы летите в июле или августе. И проверяйте цены на соседние даты. Иногда разница в один день может сэкономить вам до 50 евро на билете. Второй вариант – автобус. Он идеален для тех, кто путешествует из соседних стран, например, Румынии или Турции, или из других городов Болгарии. Недавно в Варне открыли новый современный международный автовокзал. Отсюда налажено регулярное сообщение с Софией, Бургасом, Пловдивом и десятками других городов. Третий вариант – для тех, кто не спешит – поезд. Железнодорожный вокзал Варны – это сам по себе архитектурный памятник. А еще здесь делают остановку тот самый легендарный Восточный экспресс. В основном же поездами удобно добираться из Софии. Это не самый быстрый путь, но, безусловно, очень живописный. И, наконец, своя машина. Этот вариант дает максимальную свободу. В Варну ведут дороги. Из Софии автомагистраль Хемус, из Бургаса живописная извилистая дорога. Но как только вы въезжаете в город, ваша свобода может превратиться в настоящее испытание. И имя этому испытанию – парковка. Но об этом чуть позже. Сначала разберемся, как передвигаться по городу, если вы без машины. Общественный транспорт и такси. Детальный разбор. Итак, вы в Варне. Как передвигаться по городу? Основной и самый доступный способ – это, конечно, общественный транспорт, автобусы и троллейбусы. Сеть маршрутов очень развита и покрывает не только весь город, но и ближайшие курорты. Большинство автобусов, особенно на ключевых линиях, новые, чистые и, самое главное, летом с работающими кондиционерами. Как оплатить проезд? Есть несколько способов. Первый, классический. На остановках и в автобусах есть автомат, который принимает монеты и мелкие купюры. Он выдаст вам билет. Цена поездки на автобусе до 60 минут 2 лева. Это около 1 евро. Второй, самый выгодный, через мобильное приложение Ticket Varna. Обязательно скачайте его перед поездкой. Через него можно купить билет в 2 раза дешевле, за 1 лев. Это около 50 евроцентов. А чтобы не гадать, когда придет ваш автобус, пользуйтесь сайтом Varna Traffic или их мобильным приложением. На карте в реальном времени видно, где едет каждый автобус. Плюс почти все остановки в центре оборудованы электронным табло. Запомните главные туристические маршруты. Номер 409. Едет от аэропорта через центр города мимо дельфинария, через курорт Святой Константин и Елена до самого курорта Золотые Пески. Номер 31А. Также едет до Святого Константина и Елены, но по другому, более короткому маршруту. Номер 17. Довезет вас до района Аспарухова, на другую сторону залива, где тоже есть отличный пляж и парк. А теперь о такси. И здесь золотое правило Варны. Никогда не ловите такси на улице, особенно у вокзалов, аэропорта или в туристическом центре. Рискуете переплатить в 3, 5, а то и в 10 раз. Пользуйтесь только официальными фирмами. Самый надежный способ через мобильное приложение. Также можно заказать машину по телефону. В салоне водитель обязан включить таксометр. В конце поездки он должен выдать вам кассовый чек. Средняя поездка по городу обойдется вам в 4-6 евро. Найти бесплатное место в центре летом – это миссия, сравнимая с полетом на Марс. Практически весь широкий центр города – это платная синяя зона. Она действует в рабочие дни с 9 до 20:00 часов. Цена 1 лев, 50 евроцентов в час. Как оплатить? Самый простой способ – отправить смс на номер 1352 с номером вашего автомобиля. Деньги спишутся со счета мобильного телефона болгарского оператора. Также можно использовать специальное парковочное приложение M-Park. А что будет, если не оплатить? Через 10-15 минут подъедет специальная машина и на колесо вашего автомобиля поставит скобу, блокиратор. А если вы припарковались совсем неправильно, вашу машину может забрать паяк, эвакуатор. И это уже будет совсем другая история с большими штрафами и поездкой на штраф.
стоянку. Поэтому пользуйтесь платными паркингами. Да, это стоит денег, но это сбережет ваши нервы, время и в конечном итоге те же деньги. И, конечно, при бронировании отеля, если вы на машине, наличие собственной бесплатной парковки, это должен быть для вас критерий номер один. Жилье в Варне. Отель против апартаментов. Цены. Где жить в Варне? Выбор огромен, от хостела до вилл. Давайте разберем реальные цены на пик сезона. Самая простая комната может обойтись всего в 29 евро за ночь. Стандартный двухместный номер в отеле стартует от 36 евро. Хотите отель на первой линии? Готовьте от 82 евро и выше. Но будьте внимательны, всегда проверяйте на карте, действительно ли это первая линия, или до моря еще нужно идти через парк и дорогу. Мечтаете, а все включено? Трехзвездочный отель на двоих будет стоить от 219 евро в сутки. А теперь апартаменты. На Airbnb или Booking можно найти отличные варианты от 29 евро за ночь, часто еще и с бесплатной парковкой. Средняя цена, по которой больше всего предложений, около 75 евро за апартаменты с кухней. И помните, это цены при бронировании в разгар сезона. Если позаботиться заранее, можно найти варианты значительно дешевле. Питание в Варне от ресторанов до супермаркетов. Цены. После того, как мы разобрались с транспортом и парковкой, самое время поговорить о питании. Где, как и главное, за сколько можно поесть в Варне. Если вы любите посетить кафе на берегу моря, то Варна вам идеально подойдет. Это полноценный город, поэтому здесь есть абсолютно все варианты. И я разработала для вас 3 основные варианта питания. Вариант первый – классический – рестораны и кафе. Их в Варне сотни на любой вкус. От традиционных болгарских таверн, которые называются механа, до рыбных ресторанов в районе порта и модных суши-баров. Цены в ресторанах на набережной, конечно, туристические. Вот вам ориентиры из меню этого года. Свиные ребрышки в печи с картофелем 450 грамм, 11 евро 25 центов. Куриный стейк с пармезаном 450 грамм, 5 евро 60 центов. Ризотто с морепродуктами 400 грамм, 7 евро 70 центов. Большая тарелка черноморских мидий 700 грамм, 8 евро 50 центов. Классический шопский салат 5 евро. Куриный суп 3 евро. Варна – рай для любителей перекусить на ходу. На каждом шагу вы найдете дюнери, местная шаурма, пицца на парче, огромные куски пиццы. И, конечно, ларьки с блинами, цены на которые стартуют от 2,5 евро. Вареная кукуруза также около 2,5 евро. Вариант второй, самый экономный – готовить самостоятельно. Если вы сняли апартаменты с кухней, это ваш лучший способ сэкономить. В Варне есть крупные сетевые супермаркеты Lidl, Kaufland, Billa, Metro. Вариант третий – золотая середина. Покупать готовую еду. В магазинах Billa и Булмак есть так называемая горячая витрина. Здесь можно купить уже приготовленные блюда – кюфтета, кебабчета, курицу на гриле, разнообразные гарниры и салаты. Супер лайфхак. Приходите сюда после 8 вечера и получите скидку до 30%. Также в городе работают сервисы доставки еды, что очень удобно после долгого дня на пляже. Битва пляжей Варны, детальный разбор плюс скрытые жемчужины. Ну а теперь самое интересное. Пляжи. Их в черте города около 10. Общая протяженность порядка 8 километров. Все они песчаные, но поверьте, они невероятно разные. Мы устроим настоящую битву пляжей. Судить будем по 5 главным критериям: чистота, инфраструктура, цены, атмосфера и доступность. Начнем от порта. Пляж Южный. Его главное отличие – он самый широкий, до 100 метров песка. Здесь не так многолюдно, как в центре. Главная фишка – рестораны. У одного из них есть не только своя пляжная зона, но и свой бассейн. Цена за комплект плюс 2 шезлонга, плюс зонтик, плюс доступ к бассейну около 12 евро 78 центов. Далее центральный пляж, самый протяженный, шумный и веселый. Днем здесь кипит жизнь, а к вечеру он превращается в один большой ночной клуб. Цены демократичны. Зонтик или шезлонг по 3,5 евро. За ним идет крошечный рыбацкий пляж с вереницей рыбных кафе. Офицерский пляж. Вы узнаете его по характерному запаху сероводорода от лечебного источника. Цены здесь самые низкие, по 3 евро за шезлонги и зонтик. Но, к сожалению, он считается самым грязным. Идем дальше. И цены растут. Пляж Офицерский Восток. Здесь уже зонтик и шезлонг по 4 евро, а вот и самый модный пляж Рапонги. И примыкающие к нему Бунеты 1 и Бунеты 2. Цены здесь самые высокие, по 5 евро за зонтик или шезлонг. Зато здесь стильная атмосфера, хороший сервис. Вердикт битвы. За тусовкой и весельем на центральный пляж. За комфортом и чистотой на Рапонги или Бунеты. Для семей с детьми отлично подойдет южный пляж или пляж в районе Аспарухова на другой стороне залива. И помните, ни один пляж в черте Варны не удостоен голубого флага. За ним нужно ехать в соседний Свети, Константин и Елена. И еще несколько полезных
полезных деталей о пляжной жизни. На некоторых пляжах есть оборудованные детские игровые зоны. Вдоль всего променада вы найдете бесплатные источники с питьевой водой. А если устали ходить пешком, садитесь на вот такой туристический паровозик. Цена билета 2,5 евро в одну сторону, а туда и обратно 4 евро 10 центов. Развлечения и досуг, что посмотреть в Варне и рядом. Варна – это город, в котором невозможно заскучать. Вот наш краткий гид по главным местам. В центре. Обязательно посетите кафедральный собор Успения Святой Богородицы. Прогуляйтесь по пешеходной улице до площади с фонтанами и загляните в оперный театр. Вдоль моря. Приморский парк – это главная точка притяжения. Здесь находится дельфинарий, зоопарк, аквариум, военно-морской музей и парк аттракционов «Детский кит». Рядом морской вокзал с ресторанами, смотровой площадкой и парком аттракционов. Для любителей истории. Археологический музей, где хранится самое старое золото в мире. И римские термы. Для шопинга. 3 крупных торговых центра – Гранд Молл, Дельта Планет Молл и Молл Варна. В окрестностях. Съездите в резиденцию Евксиноград, скальный монастырь Ладжа или на живописный мыс Калиакра. Курорт за последние годы. Как изменилась Варна? Что изменилось с прошлого лета? Минимальные цены на проезд в общественном транспорте не изменились. Появился новый современный автовокзал, но по ощущениям местных город стал еще более загруженным. А проблема с чистотой и парковками, к сожалению, никуда не делась. Цены на отдых. Полный бюджет поездки. Давайте прикинем бюджет на неделю на двоих. Суперэконом. Апартаменты за 35 евро плюс готовка дома 25 евро в день. Итого 420 евро. Средний бюджет. Отель за 80 евро плюс питание в кафе 50 евро в день. Итого 910 евро. Все включено. Отель 3 звезды от 220 евро в сутки. Итого 1540 евро. И это без учета развлечений и перелета. Как видите, Варна может быть как очень доступной, так и довольно дорогой. Главные плюсы Варны. Отличное сочетание большого морского парка и моря рядом. Хорошее транспортное сообщение. Максимальный выбор жилья любой ценовой категории. Возможность покупать продукты по самым низким ценам в стране. Море и пляж подходят для детей. Множество достопримечательностей и развлечений. В целом ровная поверхность. Без резких подъемов и спусков, за исключением некоторых районов, например, Винница. Основные минусы Варны. Первое. Качество и чистота морской воды. Из-за близости большого порта и других городских факторов вода на пляжах Варны часто бывает мутной, особенно после шторма. Как следствие, ни один из городских пляжей не имеет престижной международной награды «Голубой флаг», которая присуждается за соответствие самым высоким стандартам чистоты и безопасности. Дефицит парковок, неидеальная уборка мусора, трафик, часы пик автобусы забиты до отказа, пробки на дорогах. Варна против других курортов. Краткое сравнение. Как Варна смотрится на фоне конкурентов? Варна против Солнечного берега. Варна – это настоящий город. Здесь больше культуры и круглогодичная жизнь. Солнечный берег – чисто курортная зона, более шумная и молодежная. Варна против Святых Константин и Елена. Святые Константин и Елена – курорт-парк. Он зеленее и спокойнее. Пляжи там значительно чище. Есть и голубой флаг на пляже «Солнечный день», но и цены повыше. Для кого этот курорт? Итак, после всего сказанного, давайте нарисуем портрет идеального туриста для Варны. Вам сюда, если вы самостоятельный путешественник, который ценит свободу выбора и не любит быть привязанным к одному отелю. Вы хотите совместить пляжный отдых с городской жизнью, музеи, шопинг, выставки, фестивали. Ваш бюджет ограничен, и вы готовы готовить сами и пользоваться общественным транспортом, чтобы сэкономить. Вы едете надолго, на месяц или на все лето, и вам важна инфраструктура большого города. Вы молоды и активны, и ищете не только море, но и общение, новые знакомства и ночную жизнь. Вам стоит выбрать другой курорт, если для вас кристальная чистота моря и пляжа – это приоритет номер 1. Вы ищете тишину, уединение и полный релакс, вдали от городской суеты. Вас утомляют толпы, пробки и необходимость искать парковку. Вы привыкли к безупречному сервису. Недвижимость. Многие из вас после поездки в Болгарию задумываются о покупке здесь недвижимости. Так вот, Варна – один из самых ликвидных рынков на побережье. Цены на квартиры здесь начинаются от 1000-1200 евро за квадратный метр и выше, в зависимости от района и состояния. Покупка квартиры. Здесь это возможность не только получить свой дом у моря, но и выгодно сдавать его в аренду, так как спрос есть круглый год, а не только летом. Но это большая и серьезная тема. Если вам она интересна, дайте знать в комментариях, и мы снимем об этом отдельное видео. Итоги. Варна. Наш вердикт и главные советы. Итак, наш вердикт. Стоит ли ехать в Варну в этом году? Однозначно да, если вы знаете его особенности и ищете именно такой отдых. Мои главные советы перед поездкой. Первое. Четко определите свой бюджет и приоритеты. Второе. Бронируйте жилье с умом. Внимательно читайте отзывы и проверяйте расположение на карте, особенно наличие парковок. Третье. Не бойтесь отходить от туристических троп. Самое интересное в Варне скрывается там, где нет толп.
Интересно, а были ли вы в Варне? Что вам понравилось или, может быть, не понравилось? Пишите в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!